Приветики. Привет. Юрка зевает. Мы сегодня так выспались классно вообще. Молодец. Ты нет? Ну, я хорошо, так нормально. Ну, более-менее. Ева, конечно, не дает спать, но это нормально на рассвете. Вот. А, сейчас приехали на рыночек походить. Я вот думаю, Приватбанк сейчас отделение работает. Мне надо соцкарту открыть. Можно ли ее открыть в онлайн? Вообще, ну, именно просто на сайте, самостоятельно. Так вот, тоже под вопросом. Короче, ребята, бананы 70 гривен килограмм. Редиска 150, помидоры 200 почти, 190. Молодая капуста, Я качанчик, как-то не килограмм, втыкал. 85 гривен килограмм. Короче, то есть бананы 70 гривен, ну, понятное дело. Девочки, по поводу Вали, я думаю, те, кто смотрел ее канал, знают, о ком я. Я очень надеюсь, что она в безопасности. Я ей писала, она не выходит на связь, к сожалению. Вот. Но, судя по ее последним историям, мне почему-то показалось, что она в безопасности. Поэтому я не буду утверждать точно, я не знаю, но очень надеюсь, держу вообще все, что только можно, держу за то, чтобы она была в безопасности. Поэтому, если вы знаете какую-то информацию, кто-то с ней связался, напишите, пожалуйста, об этом. Что касается моего самочувствия, мне уже лучше, а, ну, намного лучше. Это да, все-таки была погода, влияла погода. Девочки писали, что у многих, оказывается, так же. И хотела сказать по поводу чая, черного шоколада. Ела, пила чай, это не помогает. У меня, знаете, был тест раньше, я реально так вот проводила эксперимент, когда первый триместр у меня был как раз, было пониженное давление. Вообще пониженное давление во время беременности это норма. И у нас, вот девочка писала в Израиле, говорят, что наоборот, кофе, если у вас повышенное давление. У нас вообще это категорически все наоборот. Получается, у меня было пониженное давление, я замерила, выпила чашку кофе, через полчаса примерно оно у меня повысилось. И так, в принципе, всю беременность, да, вот эту, ну, в этот период до сегодняшнего дня, до вчерашнего я проходила. И если у меня было пониженное давление, я кофе себе поднимала. Кофе пить можно, нельзя много пить и нельзя крепкий пить. Я ж не пью крепкий, прям, знаете, такой черный, прям, ну, эспрессо там и все такое, или американо без молока. Я пью, во-первых, с молоком. Вот, во-вторых, я пью слабенький кофе. Вот. Тяжко, очень давит так на легкие, не могу. Так, кофе я пью слабый, немного, то есть, ну, не больше 2 чашек в день, и чаще всего, если это вторая чашка, то это вообще без кофеина, это когда у меня нормально с давлением. Вот, и шоколад, черный чай мне не помог, к сожалению. Это все, оказывается, погода. Сейчас более-менее нормально, я еще и поспала. Конечно, просыпалась периодически. Знаете, так проснулась проверить ситуацию, как норм, не норм. Вот, но в то же время с берушами я спать не могу. Я спала много лет, кто не знает. У меня целый ящик из беруш. У меня Юра храпел, просто сейчас он уже не храпит. Вот, или я просто не обращаю внимания. И сейчас не могу я их. Мне, знаете, вот боязно проспать какой-то звук, поэтому я беруши не надеваю. По поводу врачей, у меня онлайн 4 врача, я с ними общаюсь. Сейчас в связи с этой всей ситуацией с войной появились классные разные чаты и контакты врачей, которые бесплатно онлайн могут подсказать, помочь. Вот. И, конечно же, у меня дежурный врач, физически я могу к нему сходить, я к нему вот на днях пойду, у меня запись, который в поликлинике находится. В больнице, поликлиники у нас работают. Сейчас вообще возвращается все в плане, ну, малого бизнеса даже. Вот я заходила в торговый центр, там даже открыли уже фото печатать, ксерокопии делать, разные какие-то ну, аксессуары продают. Вот. И даже, на удивление, с первых дней войны был закрыт Ватсонс у нас, а сейчас открыли. Вот сегодня первый день, как открыли. Поэтому, еще и продуктов много позавозили. Ну, короче, все есть, самое главное, чтобы деньги были. По поводу денег вообще это жесть. Такие цены. Я на рынок зашла, вот 200 гривен помидорки,
По поводу овощей. Короче, зеленый огурец я вообще старалась не есть вообще всю беременность. Почему? Потому что, ну, то, что сейчас, да, огурец, помидор можно есть, там есть нитраты, и очень плохо огурцы зеленые влияют, именно вот свежие, не сезонные, на анализы. Вот, поэтому я, ну, как бы, от них толку я не вижу вообще, от этих огурцов. Я могу соленый огурец съесть из бочки, когда бабушки продавали, у нас тоже сейчас нет. А так овощи все сезонные, там морковка, капуста, свекла, перец. Кстати, много перца я ела за всю беременность, именно, ну, сладкий перец. Помидоры тоже, в принципе, ела, когда попадались хорошие в сельпо, но все равно, ну, после них... Они, знаете, сейчас просто реально, вы знаете, что зимой это искусственный плод, который, ну, просто невозможно нормально даже переварить иногда. А фрукты ем, конечно. Я, в принципе, всю свою беременность на фруктах была, и первый триместр у меня и киви, манго. Кстати, у нас бананы сейчас по 70, а манго дешевле, чем яблоки. 20 гривен манго, яблоки 25 гривен. Вот, так что тоже заморских разных ягод, фруктов есть полно. В роддомах тоже у нас рожают, и, ну, нормально все, как бы нет никаких ограничений, с мужем можно. Вот, только вот, по-моему, не 3 дня ты лежишь там уже, а пораньше выписывают. Так что, в принципе, они же тоже разные. Многие пишут по поводу ИСИДы, вот этой вот платной клиники, которая очень дорогая была, да, ну, для меня, для моего кошелька, чтобы там родить. Сейчас она бесплатно принимает роды, но я все равно не буду бежать в эту ИСИДу, потому что она бесплатно принимает роды, она, ну, какая-то там суперизвестная и дорогая была в свое время. Почему? Потому что, во-первых, она находится на другом берегу. Вот, туда, чтобы доехать, ну, туда доехать сложнее, это раз. Во-вторых, бежать только из-за того, что когда-то она была очень дорогая, а сейчас она бесплатная, я тоже не вижу смысла. То есть это как-то, ну, знаете, ну, как-то, ну, я не понимаю, честно, этого. Я поспала так хорошо, несколько часов, Юрка тоже поспал. Вот, сейчас поедим, мне хочется очень сильно вермишель. Завтра иду сдавать анализы с самого утра. Завтра, в принципе, да, работает у нас Дила, но работает она возле торгового центра. Короче, идти далеко с самого утра, поэтому нужно просыпаться пораньше. Вчера я уже постирала и погладила пеленки, вот эти. В принципе, пока что это, можно сказать, все пеленки, что у меня есть, и еще. И еще постирала сегодня, ну, еще вот пеленки есть. Вот такие вот мягенькие. И еще постирала детскую одежду. Полотенчика тоже голубенькое, новенькое. Перестирала новую одежду всю. Такое маленькое, конечно, все. Вот, очень такое милое, знаете. Вот это вообще манюсенькое такое. Оно еще влажное, потом буду гладить. И пеленки не промокашки есть вот такие у меня. Их я покупала в Мамалюке. Вот, мне очень нравится этот кролик, нежный такой. И здесь вот такие вот еще дракошки. А это будет как простынька. Но мы еще на простынь посмотрим, на постельное белье, скорее всего, буду покупать. Но вот эти вот подушки пока я брать не буду. Знаете, бортики вообще. Комаровские против них. Я, если честно, тоже не особо понимаю. Ну, не за бортики. Я прям не горю, не топлю за них. Потому что такой, знаете, себе пылесборник они. Вот, ну, посмотрим. Может, какие-то плоские такие просто будут. Не бортики, а не подушки. Вот именно, знаете, такие пухлые. Там не вот та вот косичка, которая сейчас модная, популярная. А просто как стеганые кусочки ткани с немножко наполнителем. Всего лишь ширину несколько миллиметров. Вот, чисто на пруте. И все. Решили навести порядок в комнате. Вот Юрка в своих деталях делает. Не влазит? Вот, я в тряпочках своих, а их у меня много. У меня глажка сейчас. Я не знаю, посмотрю что-то по телеку и чай буду пить. А еще Ева получила уже, вот, царапает. Царапает, ну, в принципе, дивана такое нет.
А вот чемоданы и гладильная доска для нее это просто, я так поняла, самый смак. Кстати, показывала вам наволочку, она была такая синеватого цвета, отстиралась. Слушайте, я немножко доместоса добавила, буквально она там ночь полежала. Отбеливатель от Faberlic, которым мы уже не будем, понятное дело, пользоваться. Вот, очень классный зато помог. Осталось только катышки вот эти вот. У меня есть машинка, сейчас буду выбирать. В принципе, ну, хорошего цвета стала, потому что была синяя из-за джинс и вообще из-за старости уже такая она была грязненькая. Как подушку мы вообще использовали вот эту вот memory не под голову уже, а под, ну, как сидушку, грубо говоря.